Всем привет, пацаны, с вами Батька, и сегодня я бы хотел вам рассказать о таком скрипте, как Ultimate Create. Он добавляет вам возможности MTA эдитора map в GTA San Andreas сам. В общем-то, да. Тут можно редактировать объекты, машины, актеры, пикапы, чекпоинты, мапы, конкретные зоны, 3D тексты. Вот необходимое сочетание клавиш, они у вас сейчас будут русскими на экране. Сейчас я вам покажу сначала, как его установить. Ссылка на тему будет в описании. Сейчас последняя версия это 1.3.2. Выбираем, например, там русский, rghost, скачиваем этот файл creator.pvn. Дальше, чтобы работали все функции, полный функционал был, нам надо установить плагин Cool Andres. Для этого мы заходим в Google, вбиваем Cool Andres, вот, заходим сюда, это все можно закрыть, так, и Download Today. Нам понадобится плагин SU, это на Linux, а DLL на Windows. Я скачаю DLL, вот, сохраняем, и нам понадобится еще вот этот exe файл. Также нам понадобится include, но отсюда его лучше не скачивать, потому что у вас могут появиться ошибки. Нажимаем еще раз сюда на код и нажимаем скачать вот это все. У нас тут скачивается, заходим в папку Cool Andres, сервер, include, и вот этот include в папку Pavna include наш сбрасываем. Этот exe файл я для удобства скину себе сюда. Далее идем в папку script files и создаем папку Cool Andres. Открываем данный exe файл и тут соглашаемся. Тут указываем папку с GTA, а тут указываем папку, которую мы только что создали. И тут имя файла пишем Cool Andres. Сохранить. Главное, чтобы вот в этой вот ссылке расположении файла не было русских букв, только английские и циферки. И нажимаем Start. Все, нажимаем выход. Данный файл у нас создался. Создаем папку Plugins, если у вас ее нету, и в эту папку Plugins Cool Andres DLL или SU кидаем. Далее Creator.pvn берем, да, закинули его в фильтр скрипт, открываем Pavna и выбираем этот Creator и компилируем его. Вот у нас компилировался. Теперь идем в сервер KFG. Тут фильтр скрипт, пишем файл, вот этот название скрипта, то есть Creator, и в строку Plugins, если ее нет, то добавляем, пишем Cool Andres и нажимаем сохранить. Теперь запускаем мод. Идет прогрузка Cool Andres, загружается Ultimate Creator от Nexius, и мы идем на сервер. Итак, вот мы зашли на сервер. Чтобы начать редактировать карту, надо залогиниться под Aircon. Далее прописываем команду /edit. И вот у нас уже появилась летающая камера. Чтобы войти в главное меню редактора, надо нажать Enter. Создадим новую карту. И вот у нас тут есть создать объект, транспорт, актер, пикап, чекпоинт, РС, чекпоинт, мапы, контур, зоны, 3D тексты, редактировать, ничего не создано, переместить на координаты, в интерьер, виртуальный мир. Настройки редактора, скорость полета камеры, расстояние от камеры, дистанцию перемещения, скорость вращения. Настройки карты можно погоду, время, гравитацию. Инструкция это как раз таки клавиши. Давайте создадим какой-нибудь объект 980. Перемещать вы объекты можете как мышкой, так и клавишами WASD. Чтобы перемещать медленнее, можно зажать Alt. Чтобы перемещать быстрее, Shift. Чтобы отцепить выделение, надо нажать пробел. Также, чтобы повернуть объект по
осям RZ, RY и RX надо зажать LKM и опять же этими же клавишами WASD вращать вам как угодно. Или же зайти в меню объекта. Оно открывается на 2 щелчка. Вот, и тут есть заменить текстуру, удалить объект, скопировать, переместить, вращать, прикрепить к транспорту, ну все, что нужно, короче. Также можно скопировать с помощью клавиш. Для этого надо зажать LKM и C. Чтобы удалить ненужный объект, надо зажать LKM и клавишу около Backspace или Tab. Ну, клавиша около Backspace удобнее, потому что на Tab вызывается меню игроков. Еще хотел вам показать, как тут создается ганг-зоны. В общем-то, нажимаем создать ганг-зону. Она создается от нас, и вы можете редактировать ее размер. И не только размер. Вот она редактируется на большой карте. К сожалению, маленького радара тут и нету. Вот, в общем-то, мы создали. И нажимаем LKM, и все. Данная ганг-зона у нас создалась. Теперь, чтобы ее редактировать, заходим в редактировать ганг-зону. Скопировать, можно изменить цвет. Давайте поставим из готовых лучше что-нибудь. Давайте розовый поставим. Вот. И у нас теперь розовая ганг-зона. Она также сохранится вместе с картой. Также давайте я вам покажу, как тут создается 3D текст. Нажимаем опять создать 3D текст и вводим, например, батька channel. И вот у нас появляется такой желтый пикап, и выводим, куда вам надо поставить 3D текст. Нажимаем, и вот он у нас создался. Также вы можете его редактировать или так, или так. Виртуальный мир, видимый сквозь стены, дистанция прорисовки, изменить цвет, зеленый. Вот, все меняется, все прекрасно, он у вас также с картой сохранится. Давайте я вам также покажу, как удаляются стандартные объекты. Нажимаем на Enter, нажимаем удалить стандартные объекты. Вот, наводим на какой-нибудь стандартный объект, вот он. Все, удален. Далее, если хотим еще один удалить, нажимаем опять удалить стандартный объект и удаляем его. И давайте напоследок заменим текстурку к какому-нибудь объекту. Нажимаем создать объект, создадим вот такую стену, нажимаем в нее 2 раза, замена текстур, слой нулевой, текстура объекта, введите ID текстуры. Блин, ID я, конечно, не помню. Вот, ну, например, пусть будет такой, и цвет из игровых выберем красный. То есть, видите, тут можно менять как текстурку, так и сам цвет. Давайте еще текст прилепим сюда. Введите номер слоя. Нулевой. Так, текст объекта. Введем, конечно же, батька 1337. Има. Так, цвет фона. Введем какой-нибудь 1. Размер текста вот такой. Ой, что я вышел текстом. Потом выравнивание по центру сделаем. И размер шрифта поставим где-нибудь 40, давайте. Вот. И вот у нас получилось. Итак, чтобы сохранить карту, нажимаем Enter. Выходим в меню, и вот сверху написано название нашей карты. У меня это единичка. Нажимаем назад, и тут есть сохранить карту как. Сохранить карту у вас просто сохранится TXT файл с данным названием в папке Script Files. Если выбрать сохранить карту как, то можете указать расширение файла, то есть, например, 1.pvn, и у вас сохранится это все в pvn. А с вами был Батька, ссылки на скачивание все в описании. Всем пока.